Добрый день! Есть такое выражение. Вы такие интеллигентные, аж тошнит. Это про наших сегодняшних героев. Только никому не говорите. Они такие интеллигентные. У дочки компромат на маму, у отца компромат на еще кого-то. А так они очень интеллигентные. Они, видимо, интеллигентно компромат собирали. Хорошо. Тогда не пути меня, ладно? Сегодня в нашей студии Юлия Овчаренко. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? С чем пришли? Мой бывший муж забрал у меня младшего ребенка, нарушая мировое соглашение. Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Мы поможем, конечно, только надо узнать, а что это за мировое соглашение такое? В мировом соглашении, которое было утверждено судом, говорится, что дети должны жить со мной. После развода, да? Да. А когда вы развелись? Развелись мы в 2021 году. А у вас двое детей? Да. А сколько им лет, как зовут? Насте 14 лет, Паше 10. Вот, смотрите, вы сказали, что муж, нарушая мировое соглашение, у вас забрал Пашу. А про Настю вы ничего не сказали. Значит, Настя с вами, что ли? Настю муж сразу же забрал к себе. А Вижу Настя- я ее редко. Настя у него в плену, что ли? Он ее настроил против меня, она ко мне не идет. Но он не мог ее за один день настроить. Она же жила с вами. Или как было? Сразу же после того, как я в июне ушла, дети 3 месяца жили с ним. А, вот, это Да, уже другая а история. потом было мировое То есть вы в соглашение. какой-то момент приняли решение уйти от мужа. Да, Как долго вы были в браке с этим мужчиной? 15 лет. Почему ушли? Потому что он начал ко мне применять насильственные действия. Какие? Например, душил подушкой. Случаи такие были вот до 2021 года 3 раза, когда он ночью приходил пьяный и издевался в присутствии детей. Я поняла, что для детей это большой шок, и приняла решение развестись. Но при этом с извергом оставили детей, а сами слиняли. Ну, не так было. Ну как не так? Подожди, но он же детей не бил. Он детей не бил. Вот. То есть она приняла решение, что дети не должны видеть скандалы между родителями. Ну так ушла Поэтому и забрала нужно детей с собой, развестись. тем более, что в суде настаивала на том, чтобы дети жили с ней. Почему сразу детей не забрать? Дети не шли. Дети Куда? не шли со мной. Почему? Потому что они привыкли жить в тех условиях, А у вас Как были дом, в хорошие котором- условия, да? в котором, да, был То двухэтажный есть у вас дом. И хороший дом, в там у них- однокомнатную квартиру они не пошли, они привыкли к этим условиям. Когда он вас душил подушкой, после этого вы обращались в правоохранительные органы, были составлены какие-то заявления? Нет. Почему? Потому что он бывший помощник прокурора, и я считала, что Бесполезно все он это, останется без работы. да? А, Хорошо, давайте так. Дочка изначально пошла к нему, то есть осталась у него. На самом деле он ее запугивал, и она мне об этом писала, потому что она говорила о том, что если я уйду от папы, он уедет навсегда к своей матери в Омск. Манипулировал. ну, шантажировал немножко, да? Да. Мгм. И она этого боялась, потерять отца навсегда. А сын жил с вами? Да. А с папой он общался? К отцу он каждые выходные ходил. Мгм. И А вы не зачем же- препятствовали? Я не А препятствовала. зачем же отец забрал-то его? Я переехала в город Санкт-Петербург из Кургана. И он И не что смог дальше его было? видеть. И он приехал сюда, его забрал. То есть в Вот в чем Санкт-Петербург. дело. То есть вы его увезли из родного города, и отец не смог его видеть каждые выходные. Да. Видимо, возмутился этим фактом, приехал Да. и забрал. Да. Понятно. А как он его у вас забрал? Постучался в дверь, ребенок ему открыл. А вы где были? Я рядом стояла, но он лег на дверь, чтобы я не смогла открыть. Вы знаете, вы нам до программы рассказали, как это было подробно на месте. Посмотрим, а потом, если будут вопросы, поговорим. День рождения. Насте 10 лет. Тогда она была моя дочь. Сейчас как будто не моя. Я 3 года почти ее не видела. Общаемся очень-очень редко. Сначала дочь забрал. Потом сына выкрал у меня. Сволочь. В тот день мы с Пашей только проснулись.
Он сидел в ноутбук играл. В дверь постучали, Паша сразу побежал первым. За дверью стоял его отец. Я была просто в шоке. Он схватил ребенка и понес его на улицу раздетым. Ребенка понес на улицу. Нечего его таскать на улицу. Я тебе сказала, полицию вызывай. Он только телефона моего испугался, когда я начала снимать. После этого ребенка мне вернул. Я пыталась его вытолкнуть и закрыть дверь. У меня не хватило силы. Иди, это частная собственность, я тебе сказала. Выйди, это частная собственность отсюда. Выйди из квартиры. Когда ребенок приедет домой? Во сколько? Он сказал, что заберет ребенка погулять на сутки, но так ребенка до сих пор и не видела. Он подонок. Забрал детей. Дети с матерью должны быть. Мало того, что он их забирает, еще и против меня настраивает и не дает с ними видеться мне. Мне из этого очень плохо. Я их очень люблю. А когда это случилось? 3 февраля 2024 года. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами проговорили, что в момент, когда вы развелись, было решение суда, что дети и дочь, и сын живут с вами. Но ведь потом он опять обратился в суд. И есть второе решение суда. Да. В августе 2023 года я попросила его собрать ребенка в школу, потому что Пашу, то есть младшего сына, потому что он получал выплаты уже почти год, но ничего ребенку не покупал. А как это он получал выплату на детей? Но в свидетельстве о рождении он отец, он получал выплаты. Вперед вас, что ли, приходил? Нет, он как малоимущий оформил на себя выплаты. Прекрасно. Дети по решению суда живут с вами, а выплаты оформляет он на себя как малоимущий. Я сейчас сойду с ума. В итоге, в 23-м году, в августе... Я попросила его, чтобы он, раз он получал выплаты уже с октября по 13 800, чтобы он хотя бы собрал ребенка в школу. Он мне отказал и подал в суд на определение места жительства детей с ним. И что решил суд? Оставили вот так. Паша со мной, Настя с ним. Дочка ваша выступала на суде? Нет, потому что он не привел ее на суд. Его не было, я одна была на суде. А вот написано в решении: дочь не желает проживать с матерью. Понятно. То есть дочку все-таки вашу, может быть, не в суде, но спросили. Она изъявила желание жить с отцом. Да. Поэтому суд принял такое решение. Хорошо. После этого он забирает у вас сына, несмотря уже на второе решение суда, что сын должен жить с вами. Да. Зачем Александр это сделал, лучше спросить, конечно, у него. Александр, идите в студию. Что-то вы на малоимущего не похожи. Жить. Настя через неделю ушла, а Паша сейчас ушел со мной. А вы Оставь когда... их, пожалуйста. Скажите, Дай пожалуйста, а вы жить когда спокойно. компенсацию на детей, как малоимущие, оформляли, в таком же костюмчике приходили? Нет, через госуслуги оформил. А жаль. Скажите, пожалуйста, от чего вы расстались-то? Вот нам тут рассказали про 3 минимум эпизода душения подушкой. Это было? Нет, такого не было. Конечно, нет. Понятно. Заявления эти подавались в полицию, в следственные комитеты. Были проведены все мероприятия следственные, где были отказные материалы. Понятно. Слушайте, а какое сейчас решение суда? Дети проживают с нею в том населенном пункте Китово, где мы были. А вот это что? Это 5 декабря решение, но это решение не вступило в силу, оно пока не вступило в силу, эта апелляция на него сейчас подана. По этому решению в декабре один ребенок, получается, Настя со мной определен, а Паша с ней. Ну, То есть вас не устраивает это решение нет, суда? конечно, да. И вы что подали желание- апелляцию? Да, Чтобы апелляция. оба ребенка жили с вами? Да, я считаю, что они Поскольку должны пока быть. идет апелляция, действует первое решение Да. суда, ваше мировое. Да. А почему вы нарушаете его? Потому Я что его мать, не нарушаю. мать изменила место Я его не жительства. нарушаю. Подождите, Место дети с кем жительства. живут? Место жительства изменилось, я его не нарушаю. То есть если сейчас она переедет в Китово по тому адресу, вы отдадите ей 2 детей? Дети же хотят проживать со мной. Подождите, я но- их не могу как вещи отдать. Их я не обращаюсь с детьми. забрать как вещи его забрали? как собачку ты Я можешь. его не забирал, Ну как это? его Мы же желание. видели на видео, абсолютно Это очевидно. желание его. Какое желание? Его желание проживать с нами.
Почему вы расстались со своей бывшей женой? Потому что у нас происходили скандалы долгое время. Супруга моя, бывшая Юля, по дому не убиралась. Я приходил домой, обувь, которая стоит, как заходишь в дом, через нее надо переступать. Также у нее всегда везде разбросанные были ее под собой носки, белье. И это, я Так считаю, это у нее началось в последнее время или было всегда за ней? это было долго. И Вы поэтому 15 лет разбросанные носки терпели? я это говорил постоянно. Я же говорил, почему То есть у терпел. вас гиря до пола дошла, и она послушала вас в очередной раз и говорит: хорошо, пойду разбрасывать носки в другое место, правильно? Не знаю, наверное, так. Хорошо, и она ушла на 3 месяца, а дети остались с вами. Да. Слушайте, а вы сказали, что дети не хотят жить с мамой, верно? Да, да. А почему? Ну, тогда, когда Настя начала жить с нею, то у них через неделю произошел конфликт. Юля, как я понимаю, она ее таскала за волосы, шантажировала тем, что снимала на видеокамеру, говорила, что выставит в социальные сети, чтобы ее одноклассники на нее посмотрели. То есть таким то ли воспитательный процесс ей был. Что приснилось, то и говорит. Ну, подождите, насчет приснилось-то мы сейчас посмотрим, кому что приснилось. Мы поговорили с детьми, почему они хотят жить с папой, а не с мамой. Когда мы с ней жили, тогда происходили у нас с ней эти конфликты, потому что я хотела к папе, а она как бы не отпускала. Именно если за волосы таскала, снимала меня. Как я была в нижнем белье и хотела это выставить в соцсети. Мне Настя жалко. Она моя сестра. Мама, она мне врет. Мы уехали в Питер. Был мой день рождения. Мама сказала, что мы отметим, побудем 2 недельки и приедем обратно. А в итоге она говорит, что мы не полетим никуда. Один раз я с Настей пришел к маме. Мы с мамой прошли гулять возле стадиона, а там рядом лес. Потом я вижу дедушкину машину, я начинаю вырываться. Мама садит меня в дедушкину машину, по бокам бабушка с мамой, и они увозят меня в Куртамыш. Не хочет, чтобы мы с папой жили, я думаю. Мне обидно за то, что мама к нам так относится. Я не могу оправдать ее поступки. Это правда то, что ваша дочка говорила? Что Нет, он учит их говорить. Он учит даже опека на суде, когда спросила Пашу, с кем ты хочешь жить. И они отметили, что он прям без запинок все это отвечает. То есть отыграно не один раз. Скажите Это сцена- мне, Нет, пожалуйста, а вот именно вы про то, хотели что ваши... отправить фотографии вашей дочери в нижнем белье Нет. одноклассникам? Нет. У меня Тогда их нет. можете объяснить? У меня их Вот даже нет. Тогда вот это можете объяснить? Зачем? Ты меня снимаешь? Зачем? Так я в трусах хожу, ты что, вообще, что ли? Себя ведешь дома, чтобы все оценили. А ты не будешь скидывать, я знаю. Не Нет, скинешь. я легко скину. Ты Чтобы вся школа посмотрела. Ты за хвост меня тянула. Тебе сказал. Ты меня за хвост Не тянула. трогай Ты меня. меня за хвост зачем тянула физически? Ты Мне больно не делала. Не Ты слышала. почему? Хочешь мои нервы испортить? Давай, я согласна. Понимаю. Давай. Надо психологический день мне как раз надо. Ты как раз будешь готова. Я поняла. Да, мне, ну а давай нервы портить мне. Давай, еще порти нервы. Фальсификация. Мы ждем объяснений. Что это? Я не знаю, что это. Я это не говорила. Ну, о чем тут дальше говорить? Ну, о чем можно дальше говорить? Скажите честно, что сказали? Я не говорила. Александр, скажите, пожалуйста, вот там ребенок вспоминал, как его похищала мама, и там присутствовали фигуры бабушки и дедушки. Я так понимаю, что родители Юли активно участвовали в жизни вашей семьи? Да, очень активно участвую в жизни семьи. Так вот, один из случаев, это было в августе, 30 августа 23 года, когда приехали мы на суд в Куртамыш.
Тогда хотели повстречаться с Пашей, который хотел с нами также встретиться. Мы приехали в лесопитомник, и в лесопитомнике увидели, звали Пашу, увидели, как дедушка его выводит за руку, держа крепко, и не отпускает. Я попытался помочь ему освободиться, но на того была крепкая схватка, что подумал, что может пострадать Паша, и отошел. Потом Паша вырвался от дедушки с рук и побежал в машину, сел ко мне, к нам, сел в машину, зашел, а дедушка целенаправленно своей машиной взял, затаранил нашу машину и прям с той стороны, где сидел Паша. То есть дети были в машине? Дети были в машине, и оба, Настя была и Паша были в машине. Понятно. А что там с тещей, отношения какие? Постоянно настраивает детей против, говоря, какой я плохой, какой я это, как я издеваюсь над мамой ихней. Вы знаете, что ваша теща дневник ведет? Она в этот дневник записывает все, что касается ваших отношений. Вот вам, я прошу прощения у зрителей сейчас, это ж не мы писали, это теща писала. Ну вот вам избранные... А мы должны это слушать, да? Избранные фрагменты из этого дневника, да. Этот дневник мы начали, когда начались основные конфликты, и уже мы понимали, что развод, он будет. Когда прошла вот эта ночь, страшно, 7-8 мая, он разорвал на ней одежду, выскочили дети, они плакали, кричали. Вот Юля писала, что муж приказал спуститься вниз. Если сейчас не пойдешь, то я... тебя прям при детях. Он искал, оказывается, смазку и начал ее толкать в ванную комнату. Она вырвалась от него и убежала на улицу. На этом его сексуальные домогательства не закончились. 18 мая он ее посадил в машину, вывез ее в лес. Ей было сказано, будешь делать в лесу. Она отказалась. Заставлять дочь мою заниматься, это вообще нереально. Это не в ее стиле. Она не будет исполнять приказы ненормального человека. Это вот просто нереально. И где он этого всего понабрался? Скажите, пожалуйста, а ваша мама настолько в курсе ваших отношений с супругом бывшим? Я после развода начала об этом говорить. То есть пока вы с ним жили, вы с ней интимные отношения с супругом не обсуждали? Не обсуждала. Ну и для вашей мамы это стало шоком? Ну, видимо, да. А для вас? Ну, когда это все происходит как заставление, а не как просто вот... Ну то есть если по желанию, нормально? Ну, если оба хотят, да, нормально. Вы маме это объясняли, что если оба хотят, то это нормально? Нет, я не говорила. Давайте попробуем ей объяснить, хотя что можно объяснить женщине в ее возрасте, я не знаю. Татьяна Алексеевна, идите к нам. У тебя совесть есть или хоть грамма честности? Ты был прокурором, он был 6,5 лет. Помощником. Помощником прокурора. И так врать, и такую маску, ты вот эту маску сними с себя и покажи свое истинное лицо. Что у тебя там скрывается? Ты совсем страх, ты как издевался над моей дочерью? Бессовестный ты. Элементарно. Просто сил никаких нету на это издевательство, на это зверство смотреть. Глаза твои бесстыжие. Я вижу, что вы прям вся на нервах, и еще чуть-чуть, и прям дадите ему. А потому что его вранья предела нету. Вот в чем дело. 7 на 8 мая была ночь, ужасная ночь, с которой мы натерпелись. И вот в эту ночь, значит, ну пиво, ладно, они это попили. Значит, он начал привязываться к ее телефону, что там она смотрит. В результате она убрала этот телефон, а он начал кидать у нее все, что попадалось под руку. Что он такого увидел в телефоне, что он стал кидать? Он ничего не увидел, она не дала его смотреть. Да зачем нет, его смотреть? бесило, что она сидит в телефоне. И смотрит в телефон. Не то, что она там что-то смотрела, а что она пьет пиво с ним, а сама в телефоне сидит. Я бы тоже убил. Так, а дальше А зачем что убивать? Если чем-то недоволен, встань и уйди, как это она сделала. А зачем изгаляться над человеком? Правильно, так, значит, он стал в нее кидать. Все, дальше. И кружка, и наушники Паши, и гладильная доска. Она, чтобы спастись, побежала на 2-й этаж к детям. Он догнал ее, разорвал на ней одежду, толкнул ее в угол. Он же не бил ее, он ее хотел, правда? Хотел.
Ну? И он сказал, что Если муж хочет жену, то это скверно. Должно быть обоюдное желание. И в результате она рваное белье с себя сняла, одежду, надела нормальную одежду, понимала, что там будет непредсказуемое, вот эти все домогательства, которые она не воспринимает. И когда он ее... Она не воспринимает или вы? Потому что перед тем, как вы вышли сюда, дочь ваша сказала, что если по желанию, то можно. Вы настолько закрепощены, я не хочу вас критиковать, я вам вот добрый совет хочу дать, что секс – это нормально, все вариации – это нормально, вам нужно обратиться прям к психологу или сексологу. Мама, вот, видимо, живет другими немножко интересами, но я вижу, что, возможно, у вас есть интерес, да, к этой сфере жизни. И мириться с мужем как раз-таки, может, было бы вполне уместно, куда он вас там тащил, и как вы описываете это трагическим таким образом. Возможно, у вас бы был секс и шикарная семья, но мы об этом уже не узнаем. Смотрите, давайте так. Вы свою дочь как часто в детстве таскали за косу? Никогда не таскала. А почему она свою таскает? Она ее не таскала. Это смонтированный монтаж. Он вообще сценарист. Он такой сценарист. Так он такого прокурор или напридумывает. сценарист? Вот как сценарист он больше, чем как прокурор. Но я сильно сомневаюсь в его способностях произвести продукт, который мы слышали здесь, который звучит как реальный. Очень. Похож на реальный. И где голос вашей дочери, где голос вашей внучки. И вы еще удивляетесь, почему дети не хотят с мамой жить при такой бабушке, а хотят с ним. Вы в себе вообще, подождите, вы детей настраиваете против него? Настю я не вижу вообще. Давайте тогда Нет, не настраиваю. Послушайте, давайте тогда посмотрим вот это. Еще один дипфейк, который этот потрясающий талантливый сценарист создал и нам втюхнул Первому каналу. А мы поверили. Давайте глянем. Настенька, я тебя, солнышко мое, очень прошу. То, что наговаривает ваш отец на вашу маму, это все неправда. Мама вас безумно любит. И тебя, и Пашу. Она просто не может жить с вашим отцом, потому что он над ней вот именно издевался. Так к женщинам не относится, Настенька. Это просто звериное отношение. Ты умная, благоразумная девочка. Хорошие девчонки, они всегда вот тянутся именно к маме. Мама тебе больше даст, чем отец. И то, что он ее так оскверняет, что он там вам наговаривает, как он вам промывает мозг, это все, Настенька, неправда. Это как по-вашему? Не настройка против отца? Этот эпизод... Я Юле говорила: Юля, вот почему он оскверняет нас, меня, мужа, тебя, а ты им ничего не говоришь. Они слушают только одностороннюю связь, какие мы плохие. Слушайте, взрослая женщина, куда вы лезете? Куда вы лезете? Вы что из себя возомнили? Богиню ночи, что ли? Почему богиню ночи? Да я абсолютно убежден, что это вы разрушили их отношения. Вы и муж ваш, да. Скажите, пожалуйста, какой нормальный дедушка будет подрезать машину, совершая аварию, когда дети в ней? А вот как можно подрезать эту машину в лесу, если вокруг деревья? Давайте посмотрим. Ребенка, да? Снимай, как он просто. Садись в машину. Прощайте, пожалуйста. Паш, давайте вы не будете переживать. Вам сейчас это не нужно. Все будет хорошо. Можно ответить вот на Ваш это? муж, простите, ваш муж идиот? Нет. А кто он? Это было не так. Сценарий опять. Получается, что ребенок был с дедушкой, да? Да. Значит, по сути... Мы жили в городе Куртамыше. Ребенок поехал за грибами с дедушкой. Так. Я была на работе. Можно было просто со мной согласовать встречу с ребенком и без проблем встретиться. Я никогда не препятствовала общению. Я даже из Куртамыша в Китово каждые выходные отец, возила по сути ребенка. дела, протаранил машину, в которой находились ваши дети. Это случайно, нормально? это получилось случайно. У него давление и сахарный диабет. Он сел за руль, чтобы поехать следом за ними. И он чисто случайно ударил эту машину. Вы возьмите... Давайте Сергея Николаевича самого послушаем, он нам рассказал
рассказал и про диабет, и про случайность, и про все это. Только осталось понять, кто здесь сценарист-то на самом деле. Он идиот. Издевается над моей дочерью, я вам говорю. Внуки там. Пашка 10 лет, господи. А его уже натыкали до того, всякой этой дребеденью. Он сам говорит, если не обманешь, не проживешь. То есть он ему учит обманывать, лгать. И я вспоминаю Пашку постоянно. Потому что мы все лето с ним по грибы ездили в лес. Вот один-то раз и был, он приехал в середине недели, Овчаренко. Он, в общем, блокировал мою машину, чтобы я не смог Пашку увезти. Он встал сзади. Пашку забрал, машину посадил. Но я не отдал его, потому что там авария случилась. Поехал, и я в это время же поехал. И ударил его в машину. Нечаянно получилось. Если бы специально сильнее его разбил. Из-за тебя, Овчаренко, у меня постоянно прыгает давление и прыгает сахар. Я принимаю таблетки и колю инсулином. Поэтому я не смогу приехать посмотреть тебе в твои бесстыжие глаза, чтобы защитить дочь и внуков. Ну а что? Ну, он абсолютно правильно все сделал. Что он сделал? А что он не сделал? Ему мать, дочь его, доверила ребенка, поехала в лес. Этот выбежал. Стал кидаться на ребенка. А отец. Ну какая разница? Какая разница? Ты Слушай, что, издеваешься, есть что ли? решение суда. Трудно позвонить маме и сказать, а дед что должен прийти из леса и сказать, приехал и забрал? Никто машину тут специально не бил, они действительно одновременно тронулись. Скажите мне, Там пожалуйста. на этом пятачке врезаться так, чтобы всем разбиться, ну чушь полная. А вы слышали, кстати, я к маме обращаюсь сейчас, что дети-то говорят про маму и где они хотят жить? А там все смонтировано и все вранье. Он говорит дочери, что говорит. Вот эти слезы, которые были и Насти, и Паши, это он специально их заставил. Он научил, и вот это он все снял. Это было все специально. То есть мало того, что он помощник прокурора, очень талантливый сценарист, еще и, я так понимаю, монтажер и видео, так он еще и режиссер гениальный. Представляете, заставить непрофессиональных актеров так играть, это... Вы все доказываете, слушай. Да, это просто... Зачем это все? Слушайте, я понимаю, что вы на него злитесь, но если говорить серьезно... А если говорить серьезно? У мамы с дочкой абсолютно ярко выраженный конфликт. Девочка живет с папой, а бабушка простая, она что видит, то поет. Ну реально, она вот ей правда от обиды кажется, что это все она что вот говорит, это же монтаж. Она поет даже то, что не видит. А я потому что знаю. Да. Да ну так накидываться тоже. Александр, у вас что сейчас? А этот что сидит, молчит? Тебе сказать почему? Да. Потому что он помощник прокурора. И не будьте дураком. Контролируют каждое слово, что здесь делается. У вас сейчас как личная жизнь складывается после расставания? Я сейчас завел новую... Завел? Новая семья. Женился на супруге, которая замечательная, любимая. И дайте догадаться, зовут ее тоже... Юлия. Юлия приехала к нам в студию для того, чтобы рассказать, видимо, как ей скверно живется с этим монстром или что-то другое. Идите к нам. Ой, эти вторые вечно рассказывают, что он прекрасный. Татьяна Алексеевна, вот знаете, вот если бы вы не вмешивались во всю эту ситуацию и не поливали бы грязью моего мужа, Юля и Саша, они бы давно бы уже решили весь этот вопрос. Молодец. Мне понравился ваш выход. Я уже на протяжении 1,5 лет наблюдаю всю эту ситуацию со стороны. И? На детях все это очень хорошо видно, кто есть кто. Что видно на детях? Отношения, как относится к ним папа и как относится к ним мама. А как к ним мама относится? Вот знаете, когда мы с Настей разговариваем по душам, ей не хватает материнской любви, ласки, заботы. Она даже мне говорит, ты от нас никуда не уйдешь, только не уходи, пожалуйста, от нас никуда. То есть настолько вот не хватает всего этого. У нас, знаете, даже так было, когда Саша поехал к Паше в Питер, и Настя говорит, здорово, мы сейчас с тобой шаурму будем готовить, еще что-нибудь приготовим, будем с тобой вместе сериал смотреть. То есть ей настолько вот не хватает вот этого материнского внимания. Она постоянно за мной, вот как, знаете, как ребенок хвостиком. Взрослая девочка ходит за мной хвостиком. То есть постоянно рассказывает, как у нее дела, делится своими секретиками всеми. Вот я вообще очень это люблю.
Приходит чужая баба, садится и пытается всем доказать, что она лучше мать, чем вот та мать, которая была до этого. Вы нам говорили до программы, по крайней мере, что вы как раз за то, чтобы Паша жил с мамой. Не за то, чтобы он жил с мамой. Я, наоборот, ему просто говорила: Паш, потому что они переехали в Питер, и я говорю: Паш, ну, в Питере возможностей больше. Дети, они должны вместе, брат с сестрой, жить, если они этого хотят. Вы, Юля, сделали большую огромную ошибку, когда приняли решение уехать с этого города, когда вы нарушили мировое соглашение. То есть вы нарушили первое. Почему? Потому что в суде, да, когда вы подписывали мировое соглашение, ваш бывший муж пошел почему на этот шаг и подписал? Потому что он знал, что и дочка, и сын, они будут рядышком. Что он всегда может в субботу-воскресенье прийти их, навестить, погулять. А вы взяли, А вы вывезли почему в Питер уехали? Зачем? Зачем? Я 100% уверен, опять мама подсказала. Доча, тебе надо перспективу. Ну, подожди, вот в можно Питере услышать, вперед. что было на самом деле, пока ты будешь фантазировать. Что? С августа по 2023 года по декабрь на меня каждую неделю бывший муж писал заявление в полицию, в прокуратуру, в опеку. О чем? Порядка 20 заявлений было, что я препятствую ему общению с ребенком. А вы препятствовали? Нет. Мы уехали сначала в город Куртамыш, но каждые выходные я возила ребенка Пашу в Китово к нему. На каждые Сами выходные. возили? Сама. Это правда? Какое-то время, потом перестала возить его. И потом начались жалобы. А вы знаете, что самое смешное? Что письмо даже не вы нам написали на программу. И не вы, Юля, и не мама даже ваша, хотя могла бы. А написала нам письмо Марина Воропаева. А вы знаете, кто это? Я знаю, кто это. Кто А это? что это она вдруг письма нам пишет? Ее надо спросить. А Да? кто это? Это Вам она тетя кем? моего бывшего мужа. А там скелет сейчас выйдет. Не знаю, Из не шкафа. знаю. Давайте Марину позовем сюда и спросим, зачем она к нам обратилась. Ну, сладкая парочка. Ребят, вы просто издеваетесь. Над Юлькой, Саш, ты. Юля, а ты над Максом. А Макс это... И ты знаешь, Максим это мой племянник. То есть ваш племянник это ее бывший муж? Да. И она над ним тоже издевается? Было дело. Как? После развода Юля написала на Максима с подачи. Вот видите, ой, за ручки держится. Молодцы, так он аж цепился. Юлька, он тебе рука. Она посинела у тебя. Ну, и что? Что он... Юля написала на Максима в прокуратуру заявление о том, что он ее якобы оскорбил. И что сказала прокуратура? Ну, они вызвали, конечно, его, взяли пояснение, и все на этом дело закончилось. Угу. Все. Это было в апрель 23-го года, да, Юль? И Юля похвалилась, что ее нынешний супруг, он прокурор. И Максиму там мало не покажется. Юль, как вас Максим оскорбил? Он в тот момент написал, что, вернее, сказал мне тогда словесно, что ты осталась такой же, как и была, такой же дурой, такой ненормальной. И вот когда я сначала, мне Саша предложил это написать, я сначала отказалась, думаю, ну зачем? А потом хорошо, говорю, давай, ладно, мы это сделаем, но мы не будем это продвигать дальше, это просто чтобы напугать, чтобы человек просто отстал от меня и больше не было такого оскорбительного поведения. Юль, ты можешь себе представить, сколько они на нас напишут после программы? Мы замучаемся к прокурору ходить. А ты еще на бабушку гонишь, что она дневник вела. Все было бы смешно, ребят, конечно, потому что вы удивительные люди. Я даже не понимаю, как вы живете, чем живете. Если бы не дети. Позор. А вот, возвращаясь к детям, мы у них спросили, хотят ли они обратиться к маме через телевизор. Они сказали да. Давайте послушаем. Детки, вы хотите поехать в Москву увидеть маму? Нет, потому что мне обидно за твои поступки. Мама, я не знаю, хочу ехать в Москву или нет. Я давно тебе все сказала, но ты меня не слышишь. Мне хочется спокойной жизни. Я устала от этого всего. Я хочу, чтобы ты оставила нас в покое, но
но не уходил из нашей жизни. Ты нам нужна. Бедные дети, божечки Так мои. вот, смотрите, именно под таким давлением отцовским, да, все-таки прозвучали слова. Не уходи Мальчик из нашей сказал, жизни. я хочу, чтобы ты оставил нас в покое, а потом, но не уходила из нашей жизни. Сколько можно над ребятишками издеваться? Часто даже мне преподаватели говорили, что хорошие юристы получаются из тех, кто умеет обходить закон, соблюдая его рамки. И вы тут что-то в этом направлении как раз и пыжились. Это мне доказывает и тот факт, что вы как малоимущие оформили пособие, хотя по закону дети проживают с матерью. То есть, да, вы можете где-то вот этими дырочками в законодательстве воспользоваться и туда свои 3 рубля вставить. Но... К счастью, у нас в стране верховенство права и закона. И вы доиграетесь вот в эти игры с законом. Потому что сейчас посмотрит эту передачу судья, который будет выносить постановление, и увидит, что вы там обманули, там обманули. По закону дети должны быть с ней. И если вы такой правильный юридически подкованный, вы должны были все-таки оставить их по решению суда жить с ней и дальше в рамках законодательства добиваться того, чтобы дети жили с вами. Вы же на это закон наплевали. Так будьте готовы на то, что закон наплюет на вас в ответ. Что делать? Мне кажется, вот мой совет матери. Не надо здесь полагаться на то, что придут судебные приставы и рыдающего Пашу отнимут у отца, у его мачехи и отдадут матери. Так не будет. Ни приставы не воюют с детьми, понимаете? Поэтому, на мой взгляд, тут мать должна подойти по-другому. Ведь вам никто не препятствует общаться с детьми. И это мы понимаем, и ваш бывший муж это говорит. Начать надо с этого. Надо усилить общение с детьми. Приезжайте туда, там, не знаю, чай пейте с ними, гуляйте, еще что-то. И так потихонечку, потихонечку что-то у вас вместе да наладится. Здесь только мирным путем, ни судами, ни прокуратурой. Вы все равно связаны друг с другом на всю жизнь. У вас будут общие внуки, у вас будут свадьбы ваших детей, на которых вы будете гулять. У вас все равно вся жизнь впереди, и именно с этими детьми. Они вас зацементировали. Поэтому давайте оставим в покое прокуратуру, суд, государство. Это все важно, нужно. Алименты, пособия, и это все важно. Но вам надо стараться наладить все взаимоотношения друг с другом вместе на добровольной основе. Спасибо. Я вам сейчас очень просто на вашем же примере все покажу. Вы заступились за свою супругу, а она вам даже не кровный родственник. Ну, типа, ее бывший муж оскорбил, а я заступился, поэтому мы написали в прокуратуру. Было такое? Да. А как вы считаете, ваши дети в какой-то момент, когда станут взрослые, спокойно будут реагировать на то, что когда-то кто-то плохо говорил про их маму? Про маму не говорим ничего плохо. Бесполезно разговаривать. Калечьте своих детей дальше сами. Все изменилось в один момент, когда бывший муж похитил нашего общего сына Льва. Сказал, нет, ты его не будешь видеть даже по видеосвязи, ты несешь психологическую опасность. А сейчас он ушел с работы, сидит дома, полностью занимается ребенком. Из-за того, что у вас мужик появился? Ну, сошли где-то в начале лета. Ребенок в антисанитарии жил. Бутылки водки стояли возле холодильника. Бутылки водки? Ну, что-то уже. Но бутылки водки около холодильника – это не бардак. Ну, они, кстати, да, аккуратно стояли. И ребенок первые шаги сделал на моих глазах. А как вы убедились, что это ваш ребенок? Сомнений нет, посмотрите. Так он и на Ивана похож, что ли? Но не давать видеться матери с ребенком – это преступление. Слава, ты очень скользкий тип. Мне интересно, как адвокат Вячеслава видит перспективы этого дела в суде. Наталья, идите к нам.